Приветствую друзей Пушкинского музея. Меня зовут Алиса Савицкая. Я куратор из Нижегородского арсенала, филиала ГМИ имени Пушкина в Нижнем Новгороде. Специально для проекта «100 способов прожить минуту» я отправилась в заброшенный садоводческий массив на территории Нижегородской области, где вот уже 7 лет занимается искусством, создает свои произведения замечательный нижегородский художник Владимир Чернышов. Чернышов выходец из среды нижегородского уличного искусства. Он начинал как графичик, потом как стрит-артист, но в какой-то момент решил сменить типологически характерные для этого направления городские пространства на заброшенные поселения, деревни, сады в сельской местности. Работы у Владимира разные. Здесь есть и живопись, есть и пространственные инсталляции, ленд-арт. И все они так или иначе связаны с вопросом времени и способами его проживания. Место, в котором мы находимся, задает совершенно другую темпоральность, связанную и с нашим восприятием искусства, и с тем, вообще, как это искусство существует. Уникально то, что в этих местах практически никто не был. Работы Вовы широко известны по всей стране и за рубежом, но в основном благодаря фотодокументациям. И лишь немногим счастливчикам, кураторам, искусствоведам, в том числе мне, выдалась возможность увидеть их живьем и потом поделиться этим опытом с вами. Справа от дороги мы видим заброшенные сады, которые раскинулись на территории в несколько километров. Слева от дороги находится лес с небольшими полянками, болотами. И здесь нас встречает первая из ныне сохранившихся работ Владимира Чернышова инсталляция «Монумент», который художник установил здесь в 2019 году. Монумент очень точно вписан в ландшафт и транслирует ощущение абсолютного безвремени. Непонятно, когда, кем, в память о ком или о чем был он здесь поставлен. На самом деле, конечно, за инсталляцией стоит огромная практическая работа, у нее серьезный конструктив, фундамент, каркас. Но гораздо важнее то, что мы видим сверху, это гудрон, которым покрыты обшивающие монумент доски. Первоначально работа была абсолютно черного цвета, однако сейчас мы уже видим ее изменения под влиянием времени, под влиянием погоды. Ну и посмотрев наверх, мы можем увидеть шпиль, который венчает монумент, и небольшую нишу, напоминающую окно башни. В 2013 году художник сделал на этом доме одну из своих первых росписей — бабочку, от которой сегодня осталось лишь белое пятно. Работа «Радуга», 2019 год. Еще одна ранняя работа художника «Радуга» 2013 года. Позднее Чернышов уже не использовал цвет в своих произведениях. И буквально до прошлого года у этого дома сохранялась крыша, которая образовывала с радугой единую композицию.
Большинство работ, которые Владимир Чернышов делает в своих заброшенных садах, не имеют какой-то конечной финальной версии. Они изменяются с течением времени, как под влиянием погоды, так и при участии самого художника. Например, вот эта инсталляция с заброшенным деревянным домом создавалась постепенно, обрастая разными деталями. Например, мы видим на стенах черные звездочки, сделанные из гудрона. Мы видим колодец в полу, который тоже был вымощен самим автором. Ну и следы природы здесь тоже видны. Например, у дома постепенно проваливается крыша, а вот здесь вот на балке в прошлом году птицы свили гнездо. Весной 2020 года на заброшенной дороге в лесу неподалеку художник установил новое произведение. Это автобусная остановка, символ вечного ожидания. Вблизи можно увидеть, что она декорирована маленькими черными звездочками, сделанными из гудрона. Ну, а мы можем наблюдать еще и самого автора, который вносит последний штрих, крепит на остановку пустой указатель.